Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Весной я купила кроликов в фикс прайсе и сделала из них очень милые статуэтки для декора дома. Если вы вдруг еще не видели это видео, то ссылка в подсказке и в описании. Очень многие в комментариях попросили меня сделать зимний вариант этого семейства, поэтому я купила еще пару кроликов и выполнила вашу просьбу. Рада представить вам семейство Корольковых в ожидании Нового года. Для работы в первую очередь нам понадобится два кролика. Это садовые фигурки, купленные в фикс прайсе. Специально для тех, у кого нет фикс прайса, я нашла похожих в Симоленде. Ссылка на них в описании под этим видео. Покрываем кроликов белым акриловым грунтом в 2 слоя. Если грунта у вас нет, то можно смешать белую акриловую краску с клеем ПВА и оставляем на день на просушку. Теперь нам понадобится паста для моделирования DAS с розой на упаковке. Эту массу я смело рекомендую, так как она очень приятная в работе и не дает трещин при высыхании. Клей ПВА и вода. Клеем промазываем те места, куда будем делать одежду из массы. В принципе, из-за бугристости поверхности масса и так хорошо держится, но лучше все-таки перестраховаться. Вода нужна для выравнивания массы. То есть сначала промазываем кролика клеем, прикладываем нужный кусочек массы и выравниваем мокрой кисточкой или пальцами поверхность до гладкости. Также сглаживаем все стыки и соединения. Обратите внимание, что хоть у меня и есть специальные стеки для лепки, чаще я пользуюсь все-таки обратной стороной кисточки, ножницами и металлической пилочкой для ногтей. Говорю это для того, чтобы вы не спешили тратить деньги на дорогие специализированные инструменты. На самом деле можно спокойно обойтись и без них. Весь процесс лепки и росписи хорошо показан на видео, и его озвучивать я не буду. Но если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, то смело задавайте их в комментариях, и я обязательно вам всем отвечу.
На лепку одежды для 2 кроликов у меня ушло примерно 2/3 500-граммовой пачки массы. Остальную массу я убираю в пакет и храню в холодильнике. Кроликов оставляю на 2 дня на просушку и перехожу к росписи.
Раскрашиваю я все, как всегда, акриловыми красками, и цветовую гамму каждый из вас может выбрать на свой вкус. К дальнейшему декорированию переходим только после полной просушки акриловых красок. В прошлом видео я показывала вам распаковку товаров с AliExpress, и вот некоторые из этих товаров пошли в ход при оформлении кроликов. Шнур с пайетками, который мне очень понравился, но я не знала, куда его можно применить, оказался очень кстати в этой работе. Разрезаю его пополам и буду приклеивать его полимерным клеем. Глазки крольчихи, как и в прошлый раз, я украсила накладными ресницами, приклеенными на полимерный клей. Для удобства работы клей я переливаю в шприц без иглы.
Шнурочки на ботиночке делаю из вощеного шнура. Его я тоже показывала в прошлом видео. Одежду кролика украшаю настоящими и самодельными пуговицами. Рисую цифры и стрелочки на циферблате часов. Крольчихе делаю пуговицы из цепи со стразами, разрезанной на нужные части. Эту цепь я также показывала в прошлом видео. Ремень для кролика я сделала из кожаного ремешка от старой сумки. И думаю, у каждого из вас найдется что-то подходящее, если покопаться в старых вещах. Ремень, как и весь остальной декор, я также приклеила на полимерный клей. И из дешевой цепочки золотого цвета делаю цепочку для часов. На эту цепочку я подвесила еще несколько золотых ключиков, купленных в Симоленде. Их я тоже вам показывала в одном из прошлых видео. Наши кролики готовы, и пришло время полюбоваться результатом. На мой взгляд, такой декор выглядит очень дорого и винтажно. И если вам эти кролики понравились так же, как и мне, то не забывайте ставить лайки и писать комментарии. А те, кто до сих пор не подписан на наш канал, скорее подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые, полезные и интересные мастер-классы. Ну а на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем волшебного настроения и творческих идей. До скорой встречи. Пока-пока.